Чакра относится к тонкому телу. Этот энергоцентр отвечает за связь, за материализацию здесь, на Земле. Из-за этого люди стали уязвимыми здоровьем. Он самый большой из этих всех энергоцентров. Вообще из всех энергоцентров это он самый большой. Мы сейчас входим в новую эру развития Земли и человечества. Всем привет, привет, друзья! Приветствуем вас! Сегодня прекрасная погода. Всем доброго и светлого дня. Хорошего настроения вам, дорогие мои пробуждающиеся светлячки. Приветствуем вас, Ильдияр и Илья. Илья, всем привет. Дорогие друзья, сегодня мы вновь хотели же также затронуть тему, про которую мы в прошлый раз должны были выложить и про которую мы обещали вам рассказать. Да, Ильдар, вот из прошлого видео вы так затронули тоже интересную тему. Она тоже включена в марафон. Это энергоцентры. Тоже это немаловажная тема. И хотелось бы сегодня поговорить и услышать, что это вообще такое, энергоцентры, потому что некоторые люди даже не знают, что это, да, и какую роль они в нашей жизни играют. И на какие аспекты жизни они влияют вообще? Ну и для чего они нам? Да, почему еще я затрону такую тему, почему я включил в марафон именно работу с энергоцентрами. Дорогие друзья, вот у нас у всех в физическом теле есть внутренние органы, которые каждый отвечает за свою функцию, который каждый несет незаменимую часть для существования, для жизни на Земле. Вот сердце отвечает за то, чтобы кровь бегала по кровеносной системе. Что делает кровь? Она обогащает нужными элементами весь организм. Во все уголки нашего тела доставляет самые нужные, самые правильные питательные вещества, кислород и так далее. Что делает печень? Печень фильтрует. Легкие, они обогащают кислородом все тело. Через легкие поступает воздух. Что делает желудок? Желудок, он, естественно, занимается пищеварением для того, чтобы взять из еды самые питательные элементы, нужные элементы и передать уже в организм, там, где что-то не хватает. Ну, принцип энергосистемы тот же самый. Поймите, вот у нас есть физическое тело, все вот сейчас, которые внутренние органы я озвучил, которые вы знаете все прекрасно, они относятся к физическому строению человека. Энергетическая система, их называют чакры, еще вы слышали. Чакры относятся к тонкому телу. И тонкое тело, она отвечает за те процессы, которые реализуются здесь. Они также отвечают за и здоровье тоже. И без этого процесса полноценность жизни на Земле будет отсутствовать. Вот давайте начнем по порядку. Вообще все энергоцентры, их очень много, их больше 50 на теле человека. Но мы сейчас будем рассматривать основные только 7. Счет энергоцентров по порядку идет не сверху вниз, а снизу вверх. Первый энергоцентр находится, получается, в области гениталий. Он находится посередине, что если боком стоять, он в середине тела, и если профилем стоять, он в середине тела находится, и именно в промежности. Этот энергоцентр отвечает за связь с Землей. Я, друзья, еще говорил, что предварительно до этого говорил, что нужно заземляться. Так вот, заземляясь, вы соединяетесь с энергией Земли, с вибрацией Земли, и через этот энергоцентр начинает поступать эта вибрация. Этот энергоцентр отвечает за связь, за материализацию здесь, на Земле. Он непосредственно связан с Землей. Но по факту, как на практике происходит, многие люди не заземленные, из-за чего связи с Землей нет. Поэтому и материализация здесь не работает у них. Есть также следующий энергоцентр,
Подождите, еще до него скажу про первый энергоцентр. Он отвечает за здоровье, потому что наше здоровье, оно связано с Землей, с энергией Земли. Хотим мы этого или нет, но мы часть Земли, мы часть нашей матушки Земли. И наше отделение произошло, которое было специально сделано, оно дало возможности не получать ту самую силу здоровья от мамы Земли. Из-за этого люди стали уязвимыми здоровьем, потому что связи с Землей нет. Поэтому этот энергоцентр, он очень важный. Его нужно обязательно прорабатывать, его нужно раскачивать. На данный момент у многих людей, по идее, энергоцентры, они должны быть вот, ну, больше, ну, хотя бы вот в радиусе тела человека. А по сути, по факту являются вот, ну, вот такие кругляшки маленькими, потому что они не работают, они находятся в анабиозе, спят, их надо раскачать, их надо заставить работать. И тогда все, что энергопотоки, которые есть вокруг нас, они начинают работать и, естественно, взаимодействовать с становлением личности человека, жизни его здесь, в этом физическом мире. Тонкий план, он всегда был здесь, никогда он никуда не уходил. Но из-за энергоцентров связь с тонким планом отсутствует. Для чего нам тонкий план? Для помощи, для создания жизни здесь, рая на земле. Из-за этого тонкий план отключили от нас прокачку энергоцентров, потоков Вселенной, потоков тонкого мира, получение помощи от наших помощников. Это напрямую все связано с этим тоже. Следующий энергоцентр, он находится чуть-чуть ниже пупка, ну, на уровне, получается, от пупка где-то 3 пальца, 3-2 пальца. Этот энергоцентр отвечает за становление личности здесь. Личность почему не проявляется? Потому что этот энергоцентр не работает полностью за раскрытие предназначения человека. Поэтому этот энергоцентр, он спит. Он также отвечает за рождение детей, за род, вот, продолжение рода. Этот энергоцентр отвечает за творчество. Вот человек, он здесь именно не может раскрыться, вот это, раскрыть свое предназначение. И вот этот энергоцентр за это отвечает. Ну, за интимную жизнь он отвечает также. Поэтому это надо делать тоже, чтобы ваша жизнь становилась именно той, которая должна уже была прописана у вас, которая должна была здесь материализоваться. Но она не материализуется, эта жизнь. Почему? Потому что есть те вещи, которые нужно делать каждому из вас. Третий энергоцентр, он находится солнечное сплетение, вот получается, вот где сходятся ребра, вот здесь, чуть-чуть ниже, наверное, тоже так же где-то 2-3 пальца, вот в этом месте. И третий энергоцентр, он отвечает, конечно же, говорят, его еще называют денежный энергоцентр. Он связан именно с потоком денег, он для развития, он отвечает за самооценку человека, за самоконтроль, за реализацию. Он у многих людей не прокачан. Поэтому почему его связывают с денежным энергоцентром? Потому что именно этот энергоцентр, когда начинает развиваться, человек начинает здесь творить свое настоящее предназначение. И ему начинают приходить эти возможности. Поэтому и называют энергоцентр денег. Но это связано с самореализацией. Когда человек реализован, то денежный поток начинает работать. Не деньги приходят, когда вы прокачиваете, а самореализация приходит. Вы становитесь здесь. Есть еще следующий, это четвертый энергоцентр. Он находится в грудной клетке, его называют сердечный энергоцентр. Этот энергоцентр отвечает в первую очередь за связь с Всевышним, энергоцентр любви. Этот энергоцентр самый важный за связь с Всевышним. Этот энергоцентр несет самую важную миссию у людей быть человеком, быть духовным, быть моральным, быть нравственным. Раскрытие души происходит именно отсюда. И он самый большой.
Он самый большой из этих всех энергоцентров. Вообще из всех энергоцентров это он самый большой. Следующий энергоцентр находится вот здесь у нас ямочка есть, получается, в начале горла. Называют его горловым энергоцентром. Он отвечает за вашу связь с миром, за контакт, за ваш потенциал, который скрыт внутри вас. И именно этот энергоцентр заявляет о человеке. Этот энергоцентр открывает возможности. Как будто бы у человека развязываются руки, и человек начинает заявлять в этот мир о себе. Его как бы тоже можно связать с энергией денег. Почему? Потому что когда этот энергоцентр начинает развиваться, человек действительно раскрывается как личность. И этот энергоцентр прекрасно работает. Этот энергоцентр отвечает за говорение. Вы умеете говорить, вы правильно несете информацию, вы правильно контактируете, за контакты отвечает этот энергоцентр, за связь с миром, с людьми. Следующий энергоцентр, это 6-й энергоцентр, он находится у нас здесь, получается, в голове, в середине также, что так середина, что так середина, получается, в центре головы. Этот энергоцентр отвечает за связь с тонким планом. Он связан, этот энергоцентр, с нашей шишковидной железой, с гипофизом. Здесь у нас 3-й глаз, через который приходит информация, через который мы получаем потоки, видим, слышим, чувствуем. Это отсюда. Информация приходит сверху, у нас оттуда заходит через макушку. И этот энергоцентр отвечает за видение, слышание тонкого мира, конкретно за связь с нашими наставниками, за связь с ангелом-хранителем, за связь с нашим божественным высшим Я, за подключение к информационному потоку. Вокруг нас есть то самое большое общее информационное поле, в которое мы можем входить и получать информацию. Вот, чтобы получать ее и распаковывать ее, обязательно нужно прорабатывать шишковидную железу, прорабатывать этот энергоцентр, чтобы он мог включать работу. Все эти энергоцентры, это как вот мы аппарат, который должен работать, но он не включен в розетку. Без электричества будет работать аппарат? Естественно, нет. Чтобы аппарат начал работать, все приборы начали работать, надо их включить в розетку, надо включить потоки, энергию надо прорабатывать, надо включать это все в теле человека. Ну и последний энергоцентр, его называют коронным энергоцентром, коронная чакра, может быть, тоже слышали, он находится над головой вот здесь, ну где-то на расстоянии, может быть, у всех по-разному, у кого-то 10 сантиметров, у кого-то чуть выше, 15-20 сантиметров. Но у кого-то бывает, да, вот, например, у меня, например, он находится на расстоянии 10 сантиметров. И когда его начинают прорабатывать, то он отвечает за связь, четкую связь с тонким планом. Через него, через этот энергоцентр начинает поступать. Это как ворота, через которые ты разрешаешь вход информации, энергиям, потокам. Через эти ворота получается связь с тонким планом. Через эти ворота мы контактируем, мы запускаем процессы. Поэтому вот эти энергоцентры обязательны. Один без другого не работает. Они все связаны между собой. Это единая система. И невозможно там прокачать только, как вот многие приходят и говорят, Ильдиар, а можно прокачать только денежный энергоцентр? По сути, одно без другого не работает. Но это равносильно тому, что вот вы приходите к врачу и говорите, вот у меня как бы все внутренние органы вот подшатаны, подустали, но вы подлечите мне только сердце, больше мне остальное не надо. Как это будет выглядеть? Организм будет здоровым себя чувствовать, если только сердце, а там легкие, желудок, все болит там, а пациент приходит и говорит, мне только сердце и все. Поэтому, дорогие мои, если прокачивать, то нужно все вместе прокачивать. Сейчас обязательно это нужно делать, во-первых, почему? Потому что
Мы сейчас входим в новую эру развития Земли и человечества. В этом новом формате вам не получится быть непрокачанным. У вас не получится жизнь без этой работы, без этого подключения. Земля сейчас готовится к новому перерождению. Земля переходит в новое измерение со всеми жителями, которые на ней есть. И эта непосредственная связь обязательно здесь нужна. Хотите вы этого или нет, но рано или поздно вы все равно придете к этому. А еще, дорогие друзья, самый главный элемент бытия здесь, на Земле, будет вибрация любви. Так, чтобы эту вибрацию любви раскрыть и быть в ней, я вам расскажу на следующем эфире. Ждите новых выпусков.